Если есть талантливые дети, нужно давать для них возможности. И пошла, сказала своей воспитательнице в детском доме, она такая, ну типа нельзя. Я такая, ну пожалуйста. Наверное, 90% это из сел, мои одноклассники. Обычные, скажем так, дети из народа, такие как я, такие как любой другой выпускник. У меня первая четверть сразу 5 двоек было. Я сейчас с того времени так жестко не работал, как я работал в НИШ, и дай бог не придется. К обычным предметам, к обычной нагрузке добавляется еще дополнительный предмет, и это было очень тяжело. Я сам считал то, что детство пропало. Ты думаешь, типа, зачем все это? И вот эта среда, она нас как раз-таки в люди-то и вывела. Я не представляю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не пришла в НИШ. Но я считаю, что выпускники НИШ — это и Джана Казахстан. Это лучшее, что есть на данный момент в нашей системе образования. Похлопайте, кто слышал про Аламния наезд до этого. Это хорошо. А кто 11 класс? Ручки поднимите, пожалуйста. 11, 12. Аха, тамаша. Жалпы Аламния наезд деген ұйымның бар болуы және біздің жұмысымыз сіздерге өте қажет болады. Потому что через год, через 2 года вы все будете выпускниками НАЕС. Есть такой интересный факт, то что в нише вы учитесь всего 5-6 лет, а выпускниками НАЕС вы будете всю оставшуюся жизнь. Вся система НИШ, кто скажет, с какого года она начала работать? В 2008 и 2009 годах эта система была создана, и с тех пор выпустилось 23 705 выпускников. 23 мың адам. На самом деле это огромное количество. Это население какого-то города, наверное, да? Это прям большое количество. И среди этого количества есть ребята, которые поступали в Лигу Плюща, есть ребята, которые поступали в казахстанские вузы, есть ребята, которые, у нас очень много, поэтому мы проходили самые разные дорожки. И что очень важно, вам придется скоро пройти по этим же дорожкам. Меня зовут Бекин Умар, я выпускник Назарбаев интеллектуальной школы города Кокшетау. Сейчас обучаюсь на 4-м курсе в Назарбаев университете и параллельно возглавляю ассоциацию выпускников НИШ. До 6 класса я учился в общеобразовательных школах 12 и 21 города Кокшетау. И перед шестиклассником мной, как и, наверное, перед любым шестиклассником сейчас, встает выбор поступить в какой-нибудь НИШ или КТЛ, или БИЛ, как он сейчас называется, или продолжить обучение в общеобразовательной школе. Родители натолкнули, и я попробовал сдать экзамен и туда, поступил и туда, и выбрал НИШ. Потому что когда был конкурсный отбор, в НИШ, в рейтинге тех, кто поступал в НИШ, я был где-то в середине списка, а в КТЛ был одним из первых. И родители сказали, что конкуренция важна, конкуренция нужна для того, чтобы расти, поэтому я выбрал НИШ. Меня зовут Сабржан, я выпускник НИШ Павлодар, основатель компании Rollup и Cyberpack AI стартапа. Я сам родился в поселке Майлды, потом поступил в 5 классе в школу гимназия-интернат номер 3 имени Абрайла Насарина. Там учился до 7 класса. Я помню момент, у нас в интернате мы каждый день мыли полы, там чистили ковры. И вот моя очередь подошла, и в комнату заходит одноклассник и говорит: тут поступление в НИШ сейчас проходит, пойдешь? Я такой швабру бросаю и бегу. Это мое личное решение было, не родители. Родители вообще не знали, что я поступаю. Меня купили планшетом. То есть я пришел на конференцию, там сказали, что каждому ученику НИШ там ноутбуки, планшеты будут выдаваться. Меня это все в детстве подкупило. Я Степанова Дарья, выпускница НИШ города Талдыкурган 2021 года. На данный момент я учусь в университете имени Асфендиярова на 5-м курсе. Когда заканчивала 6 класс, получается, в середине 6 класса у нас была агитация НИШ в обычных школах, в гимназической, где мы учились. И пошла, сказала своей воспитательнице в детском доме, она такая, нельзя. Я такая, пожалуйста. Просто потом, спустя время, они такие, ладно, уже директриса разрешила, потому что там же от директора зависит, потому что он идет опекуном. Долгий спорный момент был, я не ходила на подготовительные, я просто пришла на экзамен. В последний день сдали мои документы на экзамен. Пришла на экзамен, сдала. Менің есімім Оразбаева Анка Жоматовна. НИШ ХБН Қарағанды қаласындағы мектепті
бітірдім. Қазіргі таңда мен балалар дәрігер неврологы болып жұмыс жасаймын. Мен өзім кішкентай қаладан, Сәтпаев қаласы. Сол кезде мен өзіме басқа жаққа тырысуға, басқа мектепке, басқа қалаға, үлкен қалаға көшуге тырысатынмын. Көптеген мүмкіндіктерді іздедім. Сол кезде қасымдағы досыммен бірге, құрбыммен бірге үшеуміз осы мектепке өзіміздің мүмкіндігімізді сынап, тест қабылдауынан өттік десек болады. Экзамен тогда у нас шел 3 часа один экзамен. Не разрешалось лишний раз что-то вставать, выходить, получается, всегда в сопровождении. Ничего нельзя было делать лишнего. Первая часть, она для меня была легкой, потому что там было 3 языка. Казахский, русский, английский. Но это, мне кажется, для всех легко. И математику в детском доме у меня воспитательница, она была учителем математики сама по специальности. И я всегда учила программу на год вперед. И мне было несложно сдать вот первый этап. А второй этап была логика. Это надо было коробки складывать в уме и, получается, написать, где какая сторона будет. Вот она для меня была сложной. Выдавали картинки, ты их запоминаешь, и, забирают, дают другое задание, и спустя время дают задание по этим картинкам, и надо было вспомнить очередность этих картинок. И это было довольно-таки сложно на тот момент. В детском доме еще не было такого, чтобы кто-то хотел в другую школу. И я первая была, кто захотел, и вообще, кажется, первая, кто поступила. После меня еще сдавали дети. Мой братик сдавал, но они уже не смогли поступить, потому что количество детей и количество грантов, оно остается стабильно, а количество детей, которые желают учиться в НИШ, их все больше. Меня зовут Даниил Филимонов, я выпускник НИШ ФМН города Талдыкурган 2020 года. Основная моя сфера деятельности — это научный сотрудник в области робототехники. Сейчас работаю в Институте умных систем искусственного интеллекта и с января буду работать в лаборатории мягкой робототехники Prema Lab в Нью-Йоркском университете. Ну вот в 6 классе уже родители говорят, а у меня мать сама в школе работает, вот, то есть она говорит, ну классно, но тебе тут скучно, и ты начинаешь уже деградировать. Вот, поэтому давай мы там казахский подтянем тебе, математику подтянем, то есть и пойдешь в НИШ. Ну вот, собственно, с 3-й попытки я все-таки наконец-то поступил в эту прекрасную школу, ну так я там и оказался, в общем-то. Меня удивило, во-первых, что на тот момент это новая школа, то есть там красивые стены, они белые, они тут свежепокрашенные, там нормальные парты, там есть ноутбуки, ничего себе, там есть ноутбуки, то есть я даже помню, когда нам впервые их на уроки принесли, то есть это ничего себе, они не просто так стоят, на них работать можно, вау. Когда я попал в НИШ, самое первое, то, что мне бросилось в глаза, это масштабы. Потому что школы, в которых я учился до этого, они были хоть и большие, но при этом это были обычные как такие здания в виде коробки. А в нише был такой большой куполовидный атриум, и можно было на любой этаж залезть и видеть то, что происходит в центре. И открывается вид на всю школу, и большие мероприятия, линейки проходили в центре этого атриума. И когда ты заходишь, сразу же перед тобой этот атриум, там большие красочные блоки, все новое, красивое, вся мебель абсолютно новая, везде растения, и все это очень прям завораживает. Мектепке кіре сала, әрбір баланың өзіне жаңағы кілт ұсынды, яғни әр балада өзінде кітап жаңағы киім ілетін бөлмешелері бар екен, әрбір адамда жаңағы өзінің заттарында қойып кете аласың, сонымен қатар жаңағы жататын жері бар. Сонымен қатар ең таңғалдырғаны бізге бәрімізге жаңағы тегін түрде киімімізді берді, жататын жерімізде тегін болды, яғни мен ол жақта көбінесе жаңағы интернатта жаттым. Өте сон маған дегенінде культурный шок болды сол кезде өзіме. Материальная техническая база назарбаевских школ, Назарбаев интеллектуальных школ, отличается кардинально. Потому что в старой школе, в которой учился, там был один класс, или там 2-3 класса, где были интерактивные доски. И я помню то, что учителя, чтобы провести открытый урок, они прям бронировали этот класс заранее, готовили этот класс, разбирались с аппаратурой и так далее. Когда мы пришли в НИШ, мы поняли то, что эти интерактивные доски есть в каждом классе. Лабораторий очень много. И при этом эти не те лаборатории, которые просто стоят для того, чтобы стояли. Мы видели очень много химических, биологических экспериментов. Они были на наших глазах. У нас в школе стояли Xbox'ы 360-е. Компьютерные классы много было. Компьютеры были очень мощные. Первое, что меня удивило, это вообще были компьютеры. Потому что в обычных школах компьютеры в коридоре не стоят. А здесь они, получается, на 3-м этаже, они всегда стояли в коридоре.
и получается, они без пароля, то есть ты выходишь на перемену, ты можешь быстро сделать презентацию, вот домашняя работа, быстро сделал и пошел. В школу мы приходили в 8:30 или в 8 часов утра, и учеба у нас была примерно до 4 до 5 часов, и после этого у нас были какие-то кружковые занятия, мы могли ходить на дополнительные уроки. И так получалось, что в школе мы проводили весь день, весь световой день, и, получается, приходили в школу утром, возвращались вечером. И, наверное, это главная особенность, то, что уроков чуть больше, у нас они ставились парами, то есть 2 математики, 2 физики, 2 химии и так далее. Это, наверное, главная особенность. Все учителя очень открыто относились к дополнительным занятиям, то есть они все сидели в кабинетах, можно было свободно зайти, задать какие-то вопросы или поделать домашнее задание, и вот в таком ключе. Было много иностранцев у нас, и когда ты попадаешь в полностью англоязычную среду, это абсолютно другой экспириенс. И, честно, до 6 класса у меня был очень слабый английский. Когда я сдавал экзамены на отбор в НИШ, я прям почти наугад все заполнял, но с 7 класса по 12 у меня произошел очень такой явный буст в английском языке. И в 11 классе или в 12 я сдал IELTS, и сдал его неплохо. Оқу қиын болды. Бастапқы кездері жаған күндерімде болған еді. Үйге жаңағы анама звондаймын, мені алып кеттіңіздер, мен болды, мен оқығым келмейді деген сияқты. Өйткені қиын болды. Ең біріншіден математикадан қиын болып кетті маған. Себебі басында өз мектебімде мен программаны оқып жатқанда именно тригонометрияны оқымаған топ сол кездері. Ал мына жаққа келдім жаңа мектепке, олар уже бастап кетіпті ол оқу барысын. И мен үлгермей қалдым. Сол себептен де маған қиын болып кетті сол кездері. Сосын сабақ бойынша ағылшын тілі қиын болды. Себебі балалар көбінесе КТЛ мектебіне болды, ол жақта барлығы ағылшынша болды. Ал менде өзім мектебімде тек қана ағылшын тілі сабағы бар, тек қана ағылшын тілінен сабақ ағылшынша сөйледік. Ал мына жерде мектепте барлық сабақ ағылшынша, яғни бұл өте маған қиын болды негізінде. У меня первая четверть сразу 5 двоек было вроде бы. Да, 5 двоек и большинство предметов тройки. Хотя я как бы в Алтенсарине был чуть ли не отличником. Да. А потом в конце года, учебного года, у меня осталось там всего лишь 3 четверки, остальные 5 были. То есть опять среда это на меня повлияла. Знания реально как бы вначале нам показали, что у нас очень низкий уровень знаний. Я не знаю, сейчас этой системы не существует, но когда мы учились, нас оценивали, там, суммативное оценивание было и формативное оценивание. У нас 2 оценки было: достиг или стремиться. Вот формативное оценивание, мы экзамен сдаем по разделу, и если там одну ошибку допускаем, мы стремимся, получаем 2. А если все идеально, мы достигаем своей цели. И мы, получается, в течение четверти как бы 10 целей сдаем, и мы как бы условно там 7 из 10 целей я стремлюсь. Но я могу всегда пересдать. До конца четверти я имею право пересдать любую из целей, и неограниченное количество раз могу пересдать. И получается такая система, как бы я стремлюсь к цели, пока ее не достигну. То есть тут больше от моего характера зависело. И я помню, как бы там у основной информатика, вот предмет, нас сильно мучили, но я благодарен. Благодаря нашему учителю я как бы сейчас связан с IT сильно. И у меня вот конец четверти, и я там до 8 до 9 часов с учителем. Учитель страдает, я тоже страдаю. Я сдаю эту цель, проваливаю, и там 6-7 попытки я достигаю. Но при этом знания сильно укрепляются. Безусловно, это правда, нагрузка была сильная. Опять же, я здесь скажу самое главное, что, наверное, 7-8 класс действительно была нагрузка со стороны школы, потому что в обычной школе в 6 классе у меня было 6 уроков максимум. Тут я прихожу в 7 класс, 8 уроков минимум, а то и 10 уроков в день, а то и мы еще потом оставались после уроков, там, чтобы к олимпиадам готовиться. В этом плане, да, вначале было тяжело, особенно это подростковый возраст, все равно это перестраивание организма, в этом плане нагрузка сильнейшая. Я сейчас с того времени так жестко не работал, как я работал в НИШ, и дай бог не придется. То есть в этом плане оно создало, опять же, просто огроменный фундамент. Мы берем отборных детей, мы берем жесткие условия, мы взращиваем прям вот сильных людей, которые смогут именно не в простое время жить и работать. Это люди, которые должны уметь в состоянии хаоса, управляемого, неуправляемого, что-то сделать. Это как раз-таки про фундамент не только нас самих, но и в целом НИШ же изначально задумывался про создание людей, которые страну будут поднимать. Но вот чтобы как раз-таки люди были готовы к этому. Это вроде как не такое легкое занятие, как мы видим.
К обычным предметам, к обычной нагрузке добавляется еще дополнительный предмет. И не зная пока эти предметы, ты начинаешь учить следующий, и это было очень тяжело, большой объем информации усваивать. И, в принципе, хотелось больше времени общаться же, мы же дети, нам хочется играть, гулять, а мы тут весь день в школе. Поэтому, скорее всего, нам было немного тяжело вначале, но сейчас это дает свои плоды. В университете, например, благодаря тому, что я привыкла к нагрузке, медицинский мне дается довольно легко. Я сам считал то, что детство пропало, потому что когда я условно учился в 8-9 классе, у меня были ребята со старой школы и были ребята со двора. И ты примерно читаешь нашу общую беседу, да, ВКонтакте, и ты понимаешь, что они прямо сейчас выходят в футбол играть, а ты в школе, ты учишься. И вначале ты думаешь, типа, зачем все это? Зачем я прямо сейчас сижу и учусь, если мог остаться там условно в старой школе? Но чем старше ты становишься, чем больше ты понимаешь, что это, опять же, это все инвестиции. Чем жестче ты работаешь прямо сейчас в школе, тем меньше тебе придется также там условно пахать, когда ты будешь чуть старше и старше. Когда у вас есть здоровая конкуренция, иногда и нездоровая, то есть когда там конкретно идет конфликт, кто будет лучше, кто будет круче, именно не с точки зрения, там, не знаю, опять же, там каких-то таких простых вещей, а именно с точки зрения олимпиад, оценок, достижений, это заставляет не просто идти вперед, это заставляет себя пересиливать, то есть моментами брать намного больше нагрузки в целом, чем детям нужно. То есть во многом нишевцы сами себя нагружают. Первое, что отличалось, это отношение учителей. В обычных школах это советская закалка, когда на тебя орут. Если ты сказал неправильно, это значит плохо, тебе 2 садись. Здесь такого не было отношения со стороны учителей, хотя у нас и учителя были тоже не молодые. И они более понимающе относились, могли несколько раз повторить, объяснить материал, причем здесь очень подробно разъяснялся. У нас, например, темы, они шли объемные. Учителя максимально старались объяснить в классе, и чтобы мы максимально все задания делали в классе. Когда урок проходил, нам обязательно мы на постере рисовали, делились на группы, на 3-4 группы, в каждой группе по 4 нас было, примерно 4-5, и мы рисовали постер на определенную тему, потом в конце урока мы по командам защищались, там кто-то рисовал постер, кто-то текст готовил, кто-то выступал, а иногда все вместе выступали. В таком формате уроки проходили. Мы даже на уроках, я помню, казахского языка, казах әдебиеті, мы сценки разыгрывали. Я был там главным героем, кто-то второстепенным, и мы прям сценки ставили, как в театре. У нас были самые лучшие эксперименты. У нас на уроках, то есть раз в неделю стабильно мы что-то экспериментировали, делали, поджигали, местами взрывали, ломали. Все это было, это прям очень сильно в нас вкладывало практическое понимание, а через него шло и недостающее теоретическое. Именно то, как преподносят материал, формат другой, он более креативный. И даже если взять ту же самую математику, везде там одинаково, да, во всех школах учат решать примеры. Здесь у нас учительница это старалась преподнести с помощью творчества. Мы там из соломок делали фигуры, потом из них смотрели стереометрию. Тот формат, что они приносят для детей, он больше усваиваемой информации и понимаем. А то, что дают, например, вот тебе дали учебник, сиди и решай, мне кажется, от этого пользы нет. Самое главное, я считаю, это то, что у нас были группы, а не классы. Ну, классы тоже были, делили на 2 подгруппы, и максимум в группе должно быть 12 человек. И, как правило, у нас было еще минимум 1 преподаватель в классе, а иногда и 2. Что получается, нам больше внимания каждому уделялось. То есть не было такого, что можно было там отсидеться где-то, скажем так, не появляться и тебя не заметят. Наоборот, контроль был за каждым, в хорошем смысле контроль был за каждым, внимание было для каждого. Методики преподавания, да, разные, то есть это, опять же, привлечение различного опыта и Кембриджа, и A-Level, IB-систем. У нас A-Level был, то есть преподаватели часто ездили на все различные, скажем так, курсы повышения квалификации, это тоже было заметно, то есть там мы на флипчартах что-то рисовали, презентовали, то есть на каждом уроке у нас развивали ораторское искусство, то же самое критическое мышление, учили работать в группах. Сейчас, понятно, эти все практики и в обычные школы перекочевали, потому что ниш для этого и создавался, то есть трансляция опыта, она происходит. Опять же, я по своей маме даже вижу, она в обычных школах работает. Но вот да, наверное, все-таки фундаментальная разница, у нас просто 12 человек в группе, максимум, и это сильно помогало. Я не знаю, как у нас набирают учителей, но я знаю точно, что этим учителям я благодарен до сих пор.
Я вспоминаю всегда учителя с истории, как раз-таки учителя казахского языка и литературы, и понимаю то, что они нас гоняли так, что прямо сейчас, здесь, в университете, уроки казахского и уроки истории вообще не чувствуются, потому что у нас есть крутой очень фундамент, благодаря которому мы там на лету ловим абсолютно все, что нам говорят. И учителя, соответственно, у каждого из них тоже было очень развито критическое мышление. Говорили то, что даже то, что мы вам говорим, это тоже нужно подвергать критическому мышлению, не верить, перепроверять нужно всегда. Назарбаев мектебінде маған қатты әсер еткені ол мұғалімдердің қолдауы. Және де олар саған, яғни өз еркін тілде сабақта айтуға мүмкіндік береді. Яғни өзіңді еркін ұстауға, қалай жауап беру керектігін, яғни сол жағында маған өте қатты ұнады. Любой преподаватель, по идее, в школе нам всегда говорил, если даже вы скажете, что это неправильно будет ваш ответ, вы все равно скажите, потому что я могу понять, вы поняли тему или не поняли. Начиная с обычных вещей, ты уже начинаешь осознавать, что свое мнение — это важно. И когда ты говоришь свой вариант ответа, учитель не говорит сразу: ты не прав, садись. Она пытается тебе объяснить, что вот так, 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 и спрашивает: а почему ты так думаешь? И ты уже доказываешь свою точку зрения. Ниш мектебінде, наоборот, рахмет айтатын. Неге? Себебі сен өз ойыңды білдіріп жатсың. Ол мұғалімге қарсы білдірушілік емес, сен өз ойыңды білдіріп жатсың. Әр адамның өзінің ойы бар. Мұғалімнің мүмкін осындай ойы шығар, баланың ойы басқаша. Яғни олар әрбір баланың ойымен келісетін. Яғни я мүмкін сенікі де дұрыс шығар, я мүмкін осылай да болатын шығар. Яғни олар әрбір айтқан сөзімізді, яғни жеке тұлға ретінде, сені үлкен адам ретінде тыңдап, түсініп, я болады, я болмайды, я өте қызық ой деп бізбен бірге талқылайтын. Ну, нам все-таки объясняли, что учителя можно поправлять, если он не прав. Нам объясняли, что надо отстаивать себя, если учитель реально не прав, потому что сейчас учитель, завтра начальник, но в то же время с уважением. То есть вот что важно, это не было такого, что мы приходим, там вот опять же, вы нам кто такие, я вас слушать не буду, сейчас родителей позову, там они все это устроят скандал. Нет, то есть нам иногда сами учителя говорили: нам нравится, когда вы с нами спорите. Спор с преподавателями — это очень частая вещь. То есть когда учитель что-то говорит, и ты с этим не согласен, ты поднимаешь руку и выражаешь свое мнение. Это никогда не переходит на какие-то личности, это исключительно в формате и в рамках урока происходит. Когда ученик с чем-то не согласен. Часто бывало такое, что ученики где-то оказывались правы, и учителя там где-то ошибались. И это нормально, я считаю. Если ученик выражает свое мнение, где-то свое несогласие, это показывает то, что учитель на самом деле справляется с тем, что у него ученик настолько экспертен, настолько крут, что он где-то может даже исправлять знания учителя. Учителя приходили к нам в интернат по вечерам. Хотя никогда не обязывали учителей такое делать. Они приходили просто душевно поговорить с нами, чай попить. В нише миссионеры собрались учителя. Они любят свою профессию. Вот, и к нам относились с любовью, с теплотой. Я чувствовал это. И по сей день, я, опять же, проговорю, все еще с каждым учителем я общаюсь. Мои одноклассники в НИШ отличались от ребят, с которыми я учился до этого. Разумеется, потому что это селективность. То есть, по факту, мы набрали лучших ребят с города Кукшетау или там с Акмолинской области. Соответственно, самые такие способные ребята, самые потенциальные ребята поступили туда. И я учился с ними за одной партой, можно сказать. И, разумеется, конкуренция, разумеется, вот это вот желание стать чуть-чуть лучше, чем остальные, желание как минимум быть не хуже. И это очень сильно, наверное, помогало где-то, но иногда это чуть-чуть так в минус играло, на менталку. У меня был класс дружелюбный, и так не было, чтобы как-то категорически относились к тому, что, например, у меня нет родителей или еще что-то такого. Здесь такого не было. Класс сам по себе, это зависит не только от школы, но и от детей, с которыми ты учишься, как они воспринимают. Я до сих пор, например, общаюсь со своими одноклассниками, до сих пор мы встречаемся. Существует достаточно забавный стереотип, что нишевцы — это дети депутатов. Это абсолютно не так. Со мной в классе учился мой лучший друг с города Щучинск, и он абсолютно среднестатистической семьи, он просто был лучшим в своей школе и поступил в НИШ. И весь класс таких же. То есть конкурсный отбор ты никак не обманешь. И фактически, чтобы поступить, нужно набрать хорошие баллы. И поэтому я учился реально с умными ребятами. У нас
наверное, половина класса было вот самых обычных семей. То есть вот, допустим, у меня отец строитель, мать учитель. Ну, там у моего друга Абдурасула отец на заводе работал. Вот, то есть, ну, вот подобного рода. Там учителя, строители, рабочие. То есть бывали из обеспеченных семей, естественно. Среда очень сильно влияет. То есть понятно, что каждый ребенок, он имеет большой потенциал, но, как говорится, дерево стать суждено не каждому семени только, то есть тому, которому повезет с почвой. То есть в этом плане вот эта среда, она нас как раз-таки в люди-то и вывела, потому что мы все с обычных семей были, ну и, в общем-то, опять же, вот среда позволила нам перепрыгнуть, наверное, экономический уровень и социальный уровень, то есть сильно влияет. У меня родители как бы простые, папа строитель, мама сейчас дома как бы работает. И ну, у нас как бы ниже среднего достаток был. 80, наверное, 90% это из сел, мои одноклассники. Вот здесь в офисе сидят ребята, мои кофаундеры, ну, как бы тоже из ниш Павлодара, из других нишев. Вот, мы все из сел, из Железинки, там, Сикибастуза ребята есть, там, из Белогории и так далее. Өзім кішкентай қаладан шықтым. Отбасым барлығы бай адамдар емес, яғни қарапайым халықпыз, қарапайым отбасыдан шықтым. Және де мені қоршаған сыныптастарымды барлығы қарапайым болды. Бізде ондай бренд қуушылық немесе ой менде мынандай бар, ондай мақтаншақтық ондай ештеңе болмады. Бәріміз тең болдық. Мен ондай ешқандай ештеңе көрмедім. Бәріміз қарапайым халықтан, қарапайым отбасыдан шыққан балалар болдық. Атмосфера очень сильно отличалась, потому что разговоры другие, темы для общения более такие разносторонние, и размышления глубокие у школьников, даже в школьном периоде уже были глубокие. То есть могли поддержать какие-то общие темы, например, социальные темы, вопросы экологии, уже на тот момент задумывались, когда с другими было тяжело об этом поговорить. В старших классах у нас ввели предмет, мы назвали его ГППР, это Global Perspective он называется, и на этом предмете мы весь год, или там 1,5 или 2, сколько он нам преподавался, все, что мы делали, это мы рассматривали глобальные проблемы. Пытались писать первые научные статьи какие-то, ресерчить, искать информацию, писать обычную научную работу. И на самом деле для 11-12-классника это такой достаточно серьезный шаг в мир науки, и, наверное, это один из таких самых интересных и новаторских предметов, которые у нас есть. Потому что ты понимаешь, что весь мир не ограничивается только твоим городом или твоей страной. Ты понимаешь, что в мире есть куча разных проблем, и ты можешь стать важной лептой в решении любой из этих проблем. У нас был предмет «Казахстан в современном мире». То есть это не просто история Казахстана, которую мы изучали там, с 7 по 9 или 10 класс. Есть отдельный предмет, который посвящен нынешней политике Казахстана, где мы изучали там, реформы, которые вводятся, насколько они эффективны, где-то пытались предложить свое, возможно, в формате дебата, возможно, в формате презентации. Мы выдавали какие-то точки зрения, сами же там другие ребята из класса оспаривали эти точки зрения. То есть у нас воспитывали вот эту вот глобальную гражданственность, в нас воспитывали желание и умение учиться на протяжении всей своей жизни. Мы независимое государство, мы должны это сберечь, мы должны это государство не просто сберечь, вот конкретно каждый из нас должен брать ответственность за то, чтобы это государство как-то стало жить лучше, чтобы люди вокруг стали жить лучше. Я говорю, тут это транслировалась прям миссия такая цивилизационного масштаба. То есть мы должны мыслить не только в рамках себя, то есть, понятно, себе вы тоже должны сделать хорошо, но мы должны мыслить в рамках всей цивилизации, всего общества, как мы живем. То есть, вот наверное, вот это опять же самое главное. То есть также способность обучаться на протяжении всей жизни. Тоже, то есть, ребята, в жизни хаос, лучше не будет, будет хуже. Вам сейчас сложно, прекрасно, дальше будет еще сложнее. Вот здесь надо как-то мобилизировать все силы, понять, как бы вам оптимизировать вот самого себя и идти дальше. Умейте ценить историю, умейте ценить свободу слова, умейте, опять же, то есть высказываться и сами, и обоснованно, опять-таки, подкрепленно, и умейте ценить чужую точку зрения и как-то дискутировать. То есть, ну, вкратце, наверное, такие вот ценности нам транслировались, пропагандировались. У нас есть, вообще у всей школы есть какие-то базовые ценности, их несколько у нас, и базовые вещи, которым учат абсолютно на всех предметах. То есть, условно, критическому мышлению нас учили прямо вот на всех предметах. То есть и на математике, и на истории Казахстана, и всемирной истории. Нам всегда говорили, не доверяйте никогда информации, которую вы видите. Учитесь перепроверять, учитесь смотреть на любые вещи с нескольких точек зрения. Только тогда вы сможете увидеть полную картину.
И абсолютно на всех предметах нам это говорили. Ценности нам прививались через кураторские часы. То есть, когда мы в группами собирались, смотрели различные фильмы, сериалы. Вот есть 100 фильмов список, из которых можно было выбрать и смотреть. И также мы слушали из JustKey проекта. Например, мы могли читать книги. И когда мы прочитали определенную книгу классом, мы приходили и все вместе ее разбирали. Она обязательно была на казахском языке. И это книги были из списка JustKitap. Через такое нам доносили, что надо уважать традиции, чтить память, относиться с пониманием, с уважением ко всем. Не секрет, нам часто учителя говорят, что мы сливки общества, нас отобрали, из нас будут прям выращивать, воспитывать будущее страны. Это со стороны учителей это тоже очень часто шло. То есть они хотели, чтобы мы знали себе цену, чтобы мы не тратили эту возможность, данную нам, просто так, чтобы мы учились. Нам говорили то, что вот вы прямо сейчас сидите здесь, обучаетесь, или там, например, кто-то урок не сделал, то, что нам говорят, что вот ты не сделал урок, а вместо тебя мог бы сидеть какой-то другой, например, ученик, который сделал бы этот урок, поэтому пользуйся своими возможностями. Нам говорили, учитесь за границей, берите лучшие знания, которые может предложить вам не только Казахстан, но все человечество. Но обязательно, рано или поздно, вы все равно вы вернетесь в Казахстан. Вы вернетесь в Казахстан и будете отдавать все то, что вы взяли в школе, в университетах, обратно в своей родной стране. По последней информации, за границей сейчас обучаются там не больше, работают именно не больше там 800 или 900 нишевцев. Все остальные в Казахстане либо учатся, либо работают. Бізге онда негізі айтпайтын, шетелге оқы, немесе осы жақта қал деп, ондай ешқандай үгіт насихаттау болмады негізінде. Яғни әр бала өзі жеке тұлға ретінде өзінің басы бар, яғни не нәрсе қалайды, соны өтеді, соған бар. Бұл жақта көбінесе саған қай жақ ыңғайлы, қай жерде сен оқығың келеді, қай жерде білім алғың келеді, соған байланысты. Менің атым Айгерім. Мен Өскемен қаласының химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2019 жылғы түлегімін. Қазір Астана қаласында жастар театрында актриса болып жұмыс жасаймын. Менің ойымша, Назарбаев мектебін бітіріп, міндетті түрде бір инженер немесе дәрігер болу міндет емес. Бұл сенің өмірге, осы үлкен өмірге қадам басуға база жасау үшін сондай құрал, мектеп. Барлық керек заттарды үйреніп, білім алып, үлкен өмірге қадам басуға дайындық. Яғни сен ең бастысы тұлға болып шығуың. Ал ол тұлға болып шығуың осы мектеп кезінде, кішкентай кезімізден осы мектеп бітіргенше қалыптасатын дүние. Мысалы мен ништа оқып жүріп, өнер адамы болып қалыптастым. Көбінесе көп іс-шараларда жүргізуші болдым, ән айттым. Бізде Flame деген бір би тобы болатын. Сол жерде биге қатыстым. Кейін ништардың арасында арт-фестиваль деген бар. Арт-фестивальда өнер жағынан бүкіл Қазақстандағы ниш мектептерінің оқушылары бір-бірімен сайысады. Мысалы, бізде театр қойылымы, спектакль қою жағынан сайыс болды, мүсін өнері жағынан, сурет салудан. Сол жерде алғашқы рөлімді, яғни ништа оқып жүріп, алғашқы рөлімді алдым. Сол фестивальге спектакль дайындадық. Арнайы режиссер шақыртып, балалармен бірінші рет актер болып, андай текстпен жұмыс жасап, сөйтіп, үздік қойылым деген номинацияны ұтып алдық. Сол арт-фестивальда. Ол 8-ші класста ма, 9-ші класста болатын, 2015 жылы. Сол кезде түсіндім, ништа оқып жүріп те өнермен айналысуға болатынын.
Меня зовут Луценко Аделина, я выпускница НИШ ФМН города Алматы 2018 года. Сейчас я являюсь вторым пилотом компании Air Astana. В НИШ мне никто ни разу не сказал там: да нет, это не твое, да ты же девчонка. Все, наоборот, поддержали, посодействовали. И это все, что нужно ребенку для того, чтобы вырасти, для того, чтобы найти себя. Вот это еще одна очень классная особенность НИШ, что у нас есть профориентаторы. Потому что для ребенка, который там выбрал профессию, но занят экзаменами, школой, предметами, у нас была большая академическая нагрузка, и профориентатор — это хороший помощник в поиске вуза, потому что он снимает с тебя нагрузку, стресс вот этого поиска. Ты озвучиваешь идею, профориентатор тебя понимает, ты приходишь, чуть позже он говорит: вот я тебе нашел вот здесь, вот здесь, вот здесь, выбирай. И это так помогает. Кейін 12 классқа келгенде, экзамендер жақындаған кезде, бәрі қиындаған кезде, шетелге тапсыру керек уақыт тамам жақындаған кезде ойландым. Мен шынымен ол кезде мен информатика пәнін мейджор предмет етіп таңдағам. Яғни болашақта программист боламын деп ойлағам. Сөйтіп күнде код жазып жүріп, бір күні шаршап, содан ойландым: мен осымен болашақ 5 жыл айналыса алам ба? Бұл маған шынымен де ұнай ма деп өзіме шын сұрақ қойдым. Әрине өз-өзіме жауап беру қорқынышты болды. Сондықтан мен директорға бардым, біздің ништің директормен көзбе-көз сөйлестім. Апай, шынымды айтайын, әрине ешкім бұлай істемейді. Ништан кейін ешкім өнер жолын таңдамайды. Мысалы, бәрі НУға, Назарбаев университетіне тапсырады, немесе шетелге тапсырады, ал мен Жүргеновқа тапсырсам қалай болады деп апайдан сұрадым. Апай айтты: ең бастысы бұл жүрек таңдауы. Ең бастысы өзіңнің қалауыңды есту, соған бағыну. Я поступила в университет Дебрецена в Венгрии. Я приехала после первого курса на каникулы домой. И я пошла в НИШ, чтобы пойти к своему математику и сказать спасибо, что вы так все объясняли, потому что весь вышмат за первый курс — это были темы, которые мы уже, в принципе, прошли в НИШе. А если и не прошли, то там было, в принципе, недалеко. И у меня хватало базы, чтобы быстро схватить эту тему и хорошо ее закрыть без особых усилий. Фундамент дали не знания математики, фундамент дало вот это критическое мышление, которому нас научили на предметах. Меня зовут Бекет Улигенов, выпускник НИШ ФМН Астана 2010 года. Сейчас являюсь системным инженером в компании «Галам». Школа организовала поездку школьникам на Байконур. Была такая недельная программа, мы видели, ознакомились со всем комплексом, видели, как ракету привезли, отвезли на стартовый стол, установили, и потом запуск был. Вот это все оставило такое неизгладимое впечатление, и после этого у меня уже заложилась идея поступать именно по этому направлению. Обучение в НИШ мне очень помогло, потому что база создалась хорошая, и при поступлении в ВУЗ первый, второй курс по математике и физике это было реально легко, потому что повторение того, что мы изучали в школе. То есть уровень НИШа, он позволяет с легкостью конкурировать и даже оставлять позади выпускников западных школ при учебе в ВУЗе. В целом НИШ тогда и НИШ сейчас — это совершенно разные вещи. У нас мы были как подопытные люди, на которых все это отрабатывалось, методика, потому что сейчас НИШ — это вообще другая система, там реально полностью уже кардинально отличается от того, что было. На нас именно отрабатывалась методика. Обучение было такой полустарой системы советской. Постепенно новые методики внедрялись. НИШовцы все, они сейчас гораздо более продвинутые, фанаты учебы. У них достижения такие, что нам это все и не снилось. Сейчас выпускник НИШ — это уже прям на порядок сильнее, чем мы когда были. У них нету зашоренности, старых стереотипов, они полностью уже другого формата. Если их что-то не устраивает, они могут это смело прямо сказать, стараются найти такие более комфортные для себя условия во всем.
Меня зовут Жапаров Альтаир. Я являюсь учеником 11 класса НИШ естественно-математического направления МИДЭУ города Алматы. И также я являюсь президентом нашего школьного самоуправления. Тут у нас находится наша жемчужина нашей школы. Это зимний сад. Тут ученики в свободное время могут отдыхать после уроков, учить уроки. С утра, если, например, они приезжают пораньше в школу, могут тут поспать. И мы сейчас переходим плавно в наш коридор. Тут у нас, получается, второй этаж. Тут очень много учеников проводят свое время свободное. Вот как вы можете видеть, тут у нас ученики играют в настольный теннис. Тут у нас есть, получается, зона отдыха. И, в принципе, в свободное время тут ученики проводят свой досуг. Как вы знаете, наша школа лидер в сфере робототехники. Наша команда по робототехнике 4-й год подряд выигрывают глобальные соревнования по робототехнике FGC. И вот буквально недавно они в Панаме выиграли абсолютно первое место. Вот можете видеть их фото вот тут. У каждого ученика в нашей школе, прям как в американских фильмах, есть свои собственные шкафчики железные. Вот как вы можете видеть, в принципе, очень вместимые, комфортабельные. Получается, один шкафчик закреплен до конца твоей школьной жизни. Очень крутое нововведение у нас с начала учебного года у нас ввели. Это, получается, сдача телефонов. Сдача телефонов с самого начала уроков. Получается, дети, как только приезжают в школу, с 7:40 сдают свои телефоны в шкафчики. И до 5, то есть до конца уроков, они не прикасаются к своим телефонам. Это очень такая интересная политика, которая направлена на то, чтобы ученики больше развивались именно социально, не зависели от гаджетов. И, так скажем, такой детокс от социальных сетей. Честно скажу, поначалу было очень много критики, бойкота даже. Наши ученики препятствовали, потому что это как нововведение. До этого нигде это не использовалось. Но по мере того, как проходили наши учебные дни, ученики привыкали и уже более-менее спокойно к этому относились. И сейчас мы даже уже привыкли. Сейчас мы находимся возле нашей школьной столовой. И, как вы видите, на стенах нашей столовой написаны известные имена университетов и имена и фамилии учеников, которые туда поступили. У нас тут есть абсолютно практически все топовые университеты. Как вы видите, университеты Лиги Плюща, Гарвард, University of Pennsylvania, UPenn и другие, например, Стэнфорд, MIT, самые топовые, Georgia Institute of Technology, University of Warwick, Нью-Йоркский университет. И в каждый университет у нас поступило достаточно большое количество учеников. Особенно хочу выделить то, что каждый год у нас прям в Лигу Плюща как минимум 3 ученика поступают на полный грант. Я очень надеюсь и хочу поступить в топовые университеты США и Европы. Конечно, очень хочется поступить в университеты Лиги Плюща. Но это будет очень, конечно, непростая задача, но все же будем идти до конца. Меня зовут Ниятпаир Булат. Я являюсь выпускником Назарбаев интеллектуальной школы города Талдыкурган 2013 года. Сейчас являюсь директором НИШ Алматы Медиа. Когда я выпустился, уже получил диплом, я пошел работать в школу в городе, в различных школах работал. И в 2019 году мой учитель Сергей Сергеевич Полянских сказал: давай, пора возвращаться в свою родную структуру. Все, опыта набрался, и давай пойдем, будешь работать в НИШ. Я пришел сюда, в эту школу. Сейчас в моей школе обучается 1050 учащихся. И ежегодно в последнее время мы набираем порядка 150 учащихся путем конкурсного отбора. Если считать, какое количество учащихся подают документы, то это очень, скажем так, конкурентоспособный отбор, куда дети готовятся и мечтают на протяжении нескольких лет. И это такой шанс, где можно поменять жизнь и поступить в эту школу, в лучшую среду. Процесс отбора настроен таким образом, что мы получаем в конечном итоге детей, у которых очень
гибкое мышление, очень быстрое мышление, и у которых уже сейчас хороший уровень навыков естественно-математического направления. Вот. И с этими детьми их можно развивать как угодно. Эти дети высокомотивированные, которые готовы самостоятельно работать. Для них нужно что-то действительно сложное для того, чтобы их занимать. Когда мы получили настолько сильных ребят, мы для них, естественно, подготовили такую программу, которая будет не только его однобоко развивать, которая будет развивать все его навыки. И на выходе мы получаем учащегося, выпускника, который должен быть подготовлен к жизни, у которого есть не только hard skills, но и на необходимом, на очень высоком уровне развиты soft skills. Ниш, который был тогда, когда учился я, да, он был... Я очень с большой теплотой это вспоминаю, да, но сейчас он гораздо лучше. Сейчас мы намного горизонтальнее работаем. Да, мы школа естественно-математического направления, но мы не говорим о том, что мы должны развивать только эти навыки учащихся. Мы не говорим о том, что все наши выпускники, которые выпускаются здесь, они должны быть технари, они должны быть айтишники, математики. Нет. Мы развиваем наших учащихся целостно. И это действует концепция целостного развития учащегося. Мы очень много внимания уделяем тому, насколько хорошо развиты у них некогнитивные навыки. Навыки саморегуляции, навыки дисциплины, тайм-менеджмента, самопрезентации. И я действительно горжусь тем, насколько хорошо и свободно могут разговаривать наши дети с людьми различного уровня. Они с легкостью могут зайти в кабинет директора и сказать: Ерболат Серикович, я вот хочу то. И это действительно те плоды, которые дает действительно наша программа, НС-программа. Если говорить конкретно про бюджет и про то, сколько вложено в этих детей, по всемирным меркам это на самом деле не такие большие деньги. И если смотреть на затраты и на выхлоп, который мы получаем, мы, Назарбаев интеллектуальной школы, на самом деле сотворили подвиг. И если посмотреть на всех тех выпускников, которые сейчас отучились в интеллектуальных школах, кого бы вы ни спросили, они считают, что Ниш — это место возможностей. Стране нужен был такой проект, где любой учащийся, любой ребенок, который хочет чего-то достичь в жизни, обучался по мировым стандартам. Вот что такое Ниш. И поэтому можно наблюдать сейчас результаты наших выпускников, какие проекты они сейчас делают. И это сообщество НС Аламни, с которым я действительно сам очень честно сотрудничаю. Мы делаем и социальные проекты, и проекты, которые направлены, связанные с наукой, проекты, которые связаны с мировыми проблемами. И эти ребята не теряются нигде. Вот что такое Ниш. Как бы мои все кофаундеры и мои ребята, кто у нас 17-18 нишских работают. И все они из сельских школ. У нас не было бы таких возможностей, как бы, если бы Ниш. Мы не достигли бы такого уровня, я уверен. Я бы где-то в Павлодаре бы сейчас биологией там занимался бы. Или, не знаю, строителем был бы, рядом с папой работал бы. Сейчас, являясь выпускником, я читаю очень много социальных сетей и часто пишут то, что это несправедливо, то, что почему только Ниш поднимают, почему только Ниш возносят, почему тот же бюджет там нельзя было поделить на все остальные школы и так далее. И мы читаем это, и мы, с одной стороны, это можно понять, конечно, это там бюджетные деньги и так далее, но с другой стороны, сейчас я работаю с выпускниками, и есть огромное количество выпускников, которые те выделенные средства уже начали возвращать. Будь то своим... Самое минимальное, базовое — это налоги. Они открывают бизнес, они платят налоги, они просто добросовестно работают на своих должностях. У нас появилась куча хирургов, куча юристов, куча учителей, самое главное — инженеров, айтишников — это наше главное направление. И я думаю, то, что это была не трата, это была инвестиция. И эта инвестиция, она будет с каждым годом только все больше и больше окупаться, потому что средний возраст выпускника всего 23 года. Если брать все большое количество, которое выпустилось за все время, 23 года всего нам. Это чувак, который закончил университет только. Соответственно, я думаю, то, что через годы этот вопрос автоматически отпадет. И у школьников, и у выпускников, и у в целом всей аудитории. Потому что люди поймут то, что вот зачем мы создавали эти школы, вот зачем туда выделялся бюджет, вот зачем мы платили налоги.
Потому что вот сейчас там у нас крутой доктор есть, у нас есть крутой физик, у нас есть, ну, буквально есть ребята, которые уже сейчас показывают какие-то хорошие результаты. Я всегда задавался вопросом, вот у меня грант, такой думаю, блин, капец, я грант на 12 миллионов тенге выиграл. На тот момент для меня, парень из села, для моей семьи это вообще нереальные цифры. Я всегда задавался вопросом, как я это своему обществу, как бы, да, своей стране верну. Но сейчас я уверен, я налогами уже больше выплатил. Вот. Поэтому как бы, я уверен, что эти инвестиции окупятся. Ниш — это как один из инструментов помочь детям, способным, одаренным, если хотите, но тем не менее академически выдающимся, не потерять этот потенциал и приумножить его, даже если они после выпуска едут за границу учиться. Может, не все, но большинство возвращается домой, приносит новый опыт, новые знания в страну. Для этого и нужен ниш. Ниш про то, что дать возможность каждому. Ниш — это про то, что вот посмотри страну, посмотри мир, посмотри все. Съезди, научись, пойми, привези, сам приедь. То есть сделай здесь лучше. Ниш — это про это. Многие критикуют, что многие нишевцы уезжают за рубеж. Статистику, если посмотреть, не так много. Многие из наших здесь остаются, многие из наших сюда приезжают обратно. Ну и, наверное, финально ниш — это про трансляцию опыта все-таки, потому что это одна из базовых ценностей ниш, что мы не просто крутые, мы еще и хотим, чтобы другие вокруг нас были крутые тоже. Ниш — это про постоянные конференции, обмен опытом. Преподаватели из ниш ездят в другие школы. Ниш — это про ответственность. Да, мы не идеальные, но мы берем на себя ответственность, и подтягивайтесь с нами, в принципе, будем работать вместе. Не каждый это может. Мы можем. Я не представляю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не пришла в ниш. Благодаря этой школе я обрела друзей, я обрела крепкий фундамент знаний, я развила свои способности мыслить критически, аналитически, и я смогла прийти к профессии своей мечты. Поэтому за это я, конечно, им благодарна. Мы только недавно выпустились. Слишком мало нам времени дали, чтобы показать результат в нашей стране. Но я считаю, что выпускники ниш — это и Джана Казахстан. Ну, по крайней мере, я беру ответственность за свою страну, и я чувствую лично ответственность за образование. И я уверен, что в моих руках образование нашей страны, и именно инженерная и научная часть, я могу как бы изменить всю страну и поднять как бы в каждой школе как бы там показатель, сделать 100% исследовательских проектов. Моя мечта из каждого ребенка, из каждого там жителя страны сделать ученого. Вот. И я к этому стремлюсь, я сделаю все, чтобы реализовать эту идею. Это те лидеры, те достигаторы, которые сейчас будут работать во благо страны, те ребята, которые будут выращивать следующее поколение, такие же обычные, скажем так, дети из народа, такие как я, такие как любой другой выпускник. И поэтому, если говорить о том, что есть такое слово «цена-качество», то это лучшее, что есть сейчас на данный момент в нашей системе образования. Если есть талантливые дети, нужно давать для них возможности. И все мировые лидеры в области образования говорят об этом.